Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. В данном случае первую петельку мы затянем. И теперь начинаем набирать 10 воздушных петелек. 10 петелек провязали, и теперь в первую воздушную заводим крючок и соединительной закрываем колечко. Теперь провязываем одну воздушную и в колечко вяжем 24 столбика без накида. Первый столбик, второй, третий, и так пока не будет 24 столбика. Итак, провязали 24 столбика с накидом в колечко. Теперь находим первый столбик и под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. Дальше набираем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом, и 3 воздушные промежуточные. То есть всего набрали мы с вами 6 петелек. Теперь один столбик следующий мы пропускаем и через один вяжем столбик с накидом. Видите, получилось тут как столбик и 3 воздушные. Опять 3 воздушные промежуточные набираем, делаем накид, одну петлю пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом. 3 воздушные провязали, один столбик пропустили, во второй вяжем столбик с накидом. И так провязываем до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда, провязали последний столбик и вяжем 3 воздушные петли промежуточные. И теперь здесь находим первую, вторую и в третью петельку соединительной присоединяемся. Теперь соединительной переходим в первую вот эту арочку, провязываем 3 воздушные, которые соответствуют первому столбику с накидом. Теперь в эту же арку вяжем второй столбик с накидом, сюда же третий, сюда же четвертый. 2 воздушные и переходим к следующей арке. В нее мы также вяжем 4 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Дальше вновь 2 воздушные и опять в следующую арку вяжем 4 столбика с накидом. То есть вот таким образом 4 столбика, 2 воздушные, 4 столбика мы вяжем по кругу до конца ряда. Итак, дошли мы с вами до конца ряда, провязали последние 4 столбика, дальше вяжем 2 воздушные. И теперь здесь находим вершинку первого столбика, она же третья петля, вот она. В нее соединительной присоединяемся. Смотрите, всего у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 вот таких связок. Если у вас получилось меньше или больше, значит что-то неправильно провязали. Где-то лишнее или же наоборот, где-то меньше провязали. Следующий ряд. Провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом в наш первый вот этот столбик. Теперь сюда же в эту же петельку, в этот же первый столбик, в вершинку мы вяжем второй столбик с накидом. То есть у нас получилась так называемая прибавка. Теперь в следующую петлю, в следующий столбик вяжем один столбик с накидом. В следующий также один. А вот в последний столбик из этой связки мы провязываем 2 столбика с накидом. Первый и сюда же в эту же петлю второй.
То есть, как видите, по бокам у нас с этой стороны получилось в первый столбик прибавка, и с этой стороны в последний столбик получилась прибавка, а по центру мы вязали по одному. Повторяем вязание, только для начала сейчас провяжем 2 воздушные, промежуточные, точно так же, как в предыдущем ряду. И теперь опять в первый столбик вяжем 2 столбика с накидом. Дальше 2 столбика провязываем по одному столбику с накидом. И в последний столбик вяжем 2 столбика с накидом. Первый и сюда же второй. Теперь опять 2 промежуточные воздушные. И повторяем наше вязание. Точно так же, как вязали здесь, провязываем так до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда. Провязываем последние 2 воздушные петли. И в вершинку первого столбика, в третью воздушную петлю, мы соединительной присоединяемся. Дальше набираем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом вот в этот столбик. Теперь в следующую петлю провязываем столбик с накидом, но не довязываем до конца, оставляем петельку на крючке. Следующий точно так же. Не довязали до конца, оставили. Следующий точно так же. Повторяем. Всего у нас с вами получилось 2, 4, 6 петелек на крючке, то есть со всей нашей связки. Мы их провязываем вместе за раз и дальше вяжем 5 воздушных петель. Первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая. Теперь вот сюда, в это окошко, где было 2 воздушные петли, вяжем столбик без накида. 5 воздушных, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И теперь будем повторять точно так, как вязали здесь, недовязанными столбиками. Первый столбик недовязанный, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязываем все петли за раз. И теперь повторяем точно так же, как делали вот здесь с воздушными петлями. То есть провязываем сейчас с вами 5 воздушных петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая. И теперь вот сюда в окошко вяжем столбик без накида. И вот таким образом, как мы с вами провязали вот эту часть, мы будем с вами вязать дальше. То есть мы провязываем вновь 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Теперь провязываем недовязанные столбики. Закрываем все петли. И дальше вновь вяжем 5 воздушных. И в окошко в следующее вяжем столбик без накида. Как видите, узор у нас повторяется. Провязываем так до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда, провязываем последние воздушные петли. И теперь смотрите, вот у нас есть вершинка нашего лепестка, и вот в нее мы соединительной присоединяемся. Вот что получается. Вот так выглядит цветочек сейчас. Так, следующий ряд. Переходим под первую арку столбиком без накида и провязываем 8 воздушных петелек. Теперь находим следующую нашу цепочку, вот эту, и под нее вяжем столбик без накида.
Опять провязываем 8 воздушных. И находим следующую цепочку из воздушных и под нее провязываем столбик без накида. И так продолжаем. 8 воздушных под следующую цепочку, столбик без накида. 8 воздушных под следующую цепочку, столбик без накида. Провязываем так до конца ряда. Итак, вот последние мои 8 воздушных петелек. И вот там, где мы с вами начинали вязать, вот первая наша цепочка, в нее, то есть мы провязали с вами в последнюю арочку, да, столбик без накида. Теперь провязали 8 воздушных и в первую вот эту нашу связку, там, где мы начинали с вами вязать, соединительной присоединяемся. Теперь находим первую петельку, вот эту воздушную из цепочки. Провязываем ее соединительной раз, в следующую петельку соединительной 2, следующую петельку соединительной 3, и теперь под саму цепочку столбик без накида. То есть таким образом мы перешли с вами на серединку нашей вот этой арки. Теперь опять провязываем 8 воздушных. Находим следующую арочку, вот она, и под нее вяжем столбик без накида. Опять 8 воздушных. Под следующую арочку столбик без накида. И таким образом мы провязываем с вами 8 воздушных, столбик без накида под следующую арку, 8 воздушных, столбик без накида под следующую арку. Так, пока не дойдем до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда и присоединяться будем с вами теперь вот сюда. Вот видите, там, где мы с вами 3 соединительных делали, четвертый столбик без накида. Вот сюда в него мы сейчас соединительный присоединимся. И таким образом у нас сетка получилась ровная. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот так вот на данном этапе выглядит наш коврик. Теперь можно поменять цвет. Если хотите, можете продолжать этим же. Тут уже кому как нравится. Я сменю ниточку на другой цвет. Смотрите, мы с вами вот здесь вот в серединке, да, берем новый цвет и протягиваем через нашу петельку. Дальше вяжем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь сюда же, вот в эту точку, столбик без накида, мы провязываем столбик с накидом. Дальше 3 воздушные. И теперь сюда же, в эту же точку, вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй. Дальше находим нашу вот эту вот цепочку и под нее вяжем столбик без накида. Теперь вот в этот столбик без накида мы провязываем вот такую же связку, то есть вяжем 2 столбика с накидом, первый столбик, сюда же второй, три воздушные, и теперь сюда же в эту же точку 2 столбика с накидом, первый столбик, сюда же второй, и под арочку, под цепочку, точнее, из воздушных петель провязываем столбик без накида. И вот таким образом мы с вами вяжем до конца ряда. То есть мы провязали с вами сейчас столбик без накида, теперь вот сюда в столбик без накида вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные, 2 столбика с накидом. И потом
после того, как провязали, под арочку вяжем столбик без накида. То есть мы полностью повторяем вот эту нашу часть. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик, в вершинку. Теперь соединительно переходим в следующий столбик и соединительно переходим в арочку. Набираем 3 воздушные, которые будут служить нам первым столбиком с накидом. Теперь в эту же арку вяжем второй столбик с накидом. Дальше третий и четвертый. 3 воздушные. И в следующую арку, вот она, точно так же провязываем 4 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Вновь 3 воздушные. И теперь в следующую арку 4 столбика с накидом. Таким образом мы с вами провязываем до конца ряда. Завершаем ряд соединительной вершинку первого столбика. Дальше набираем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь в этот же первый столбик, в эту же петлю провязываем второй столбик с накидом. Это у нас была прибавка. Теперь вяжем 10 столбиков с накидом подряд, но только будем вязать не под 2 стеночки петли, а под одну, за заднюю точнее. Заводим крючок и провязываем первый столбик с накидом. Дальше за заднюю стеночку второй столбик, третий, теперь переходим на воздушные петли, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. И теперь вновь делаем прибавку, то есть провязываем 2 столбика в одну петлю. Провязываем первый столбик и в эту же петельку второй. И дальше вновь 10 столбиков подряд. И вот таким образом 10 столбиков прибавка, 10 столбиков прибавка мы с вами вяжем до конца ряда. Смотрите, я дошла до конца ряда, и у меня получилось, что я провязала 10 столбиков с накидом после прибавки, и вот здесь осталось еще 3 петли. Если смотреть по узору, то после 10 столбиков у нас должна быть прибавка, то есть должно быть 2 столбика с накидом в одну петлю. Но так как у нас осталось с вами 3 петли и лишняя прибавка здесь просто неуместна, мы провяжем в конце с вами вот 10 столбиков после прибавки. Вот она моя прибавочка, 2 столбика вместе. Потом я провязала 10 столбиков единичных, да, и провяжу еще 3 единичных. Не буду делать прибавку в конце. То есть в конце мы с вами провяжем 13 столбиков подряд. И теперь присоединяемся в вершинку первого столбика. На данном этапе наше вязание выглядит вот так. Следующий ряд мы будем провязывать по тому же принципу, что и предыдущий. Исключение будет только то, что в том ряду мы вязали с вами 10 столбиков одиночных между прибавками. Теперь будем вязать 11. То есть начинаем мы вязание с прибавки. Изначально провязываем 3 воздушные, которые служат первым столбиком с накидом. Теперь в этот же столбик вяжем второй столбик с накидом и получаем первую прибавку. Дальше мы с вами вяжем опять за заднюю стеночку петли, вяжем подряд 11 столбиков с накидом. Провязываем. Вот 11 столбиков я провязала, и теперь делаю прибавку. Раз, и в эту же петельку 2. Дальше опять провязываю
11 столбиков подряд, прибавка, 11 столбиков, прибавка. И так вяжу этот круг до конца ряда. Смотрите, здесь та же история. Мы провязали последние 11 столбиков, и тут, по идее, должна быть прибавка, но мы ее не будем делать. Мы довязываем последние 3 столбика без прибавки. То есть у нас 11 провязано было, провязываем в конце 12, 13 и 14 столбик с накидом. Все, присоединяемся в вершинку первого столбика, и следующий ряд мы с вами провязываем точно так же, как предыдущий. То есть тут мы вязали с вами 11 столбиков, прибавка 11 столбиков, прибавка 11 столбиков. Здесь будем вязать прибавка 12 столбиков, прибавка 12 столбиков и так далее. То есть точно так же, как вязали предыдущий ряд, только не 11 столбиков, а 12. Здесь в конце ряда у нас с вами та же история. После того, как мы с вами провязали нужное количество единичных столбиков, должна быть прибавка, но мы ее не делаем. Мы просто довязываем столбиками с накидом до конца ряда. И присоединяемся соединительной в вершинку первого столбика. Следующий ряд мы будем с вами вязать столбиками с накидом без всяких прибавок. То есть начинаем с 3 воздушных, которые служат нам первым столбиком с накидом над вот этим столбиком. И теперь никаких прибавок, никакого второго столбика в эту петлю не вяжем. Мы просто вяжем в каждый столбик по одному столбику с накидом. И все. Ничего не прибавляя и не убавляя. И провязываем так круг до конца. Вот что у нас получается на данном этапе. Следующий ряд можно продолжать либо оранжевым цветом, либо же сменить ниточку. Тут, как говорится, кому как больше нравится. Я хочу провязать его белым. Вытягиваю нить и провязываю 3 воздушные петли, как первый столбик с накидом над вот этим столбиком. Теперь в следующую петлю уже под 2 стеночки вяжу второй столбик с накидом. В следующую петельку третий. Дальше 2 воздушные. Здесь пропускаю одну петельку, во вторую начинаю вязать, провязываю первый столбик с накидом, в следующую петлю второй, в следующую третий. И вновь провязываю 2 воздушные. Опять одну пропускаю, во вторую начинаю вязать, провязываю первый столбик с накидом, второй и третий. И по такому принципу вяжу этот ряд до конца. Все, дошли до конца ряда и провязываем соединительную вершинку первого столбика. Переходим соединительной в следующую петлю, соединительной в следующую и соединительную в первый промежуток под нашу арочку. И теперь провязываем 3 воздушные, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь сюда же в арочку вяжем второй столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же в арку вяжем еще 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. И теперь в следующую арку повторяем наше вязание. Провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные, и сюда же 2 столбика с накидом. И по такому принципу вяжем весь этот ряд до конца. В конце ряда соединительной присоединяемся в вершинку первого столбика. Переходим соединительной в следующую петлю и переходим соединительной в арочку. 3 воздушные петли служат нам первым столбиком с накидом.
Теперь сюда же, в эту же арку, вяжем второй столбик. 1 воздушная. И опять в эту же арку еще раз провязываем 2 столбика с накидом. Первый и второй. Переходим к следующей вот этой вот нашей арочке. Провязываем 2 столбика с накидом, 1 воздушную и сюда же 2 столбика с накидом. И по такому принципу вяжем этот ряд до конца. Дошли мы до конца ряда, присоединили соединительной вершинку первого столбика, теперь соединительной переходим в следующий столбик и соединительный переходим вот в эту вот арочку. Дальше набираем 8 воздушных петелек и находим следующую арочку вот между двумя и двумя столбиками, вот сюда вяжем столбик без накида. Далее вновь 8 воздушных. И в следующую вот эту арочку между двумя и двумя столбиками провязываем столбик без накида. И по такому принципу провязываем этот ряд до конца. Дошли мы до конца ряда и теперь присоединяемся соединительной вот в этот вот первый наш столбик. Теперь точно так же, как делали, когда вязали вот здесь вот эти вот цепочки. Нам нужно с вами перейти к 4-й петле. Провязываем первую петельку соединительной, вторую, третью, а 4-ю вяжем столбиком без накида. И дальше провязываем 8 воздушных. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь под следующую цепочку вот сюда вяжем столбик без накида. Дальше опять 8 воздушных, под следующую цепочку столбик без накида. Таким образом провязываем до конца ряда. То есть мы провязываем ряд точно так же, как вязали вот эти вот цепочки. Дошли мы с вами до конца ряда и теперь присоединяемся вот в этот наш первый столбик соединительный. Теперь нам вновь нужно перейти соединительной на серединку нашей цепочки. Провязываем соединительную 1, соединительную 2, 3 соединительную и столбик без накида. Теперь вновь провязываем 8 воздушных и в следующую арку вяжем столбик без накида. Дальше опять 8 воздушных, столбик без накида в следующую арку. И так провязываем до конца ряда. Итак, дошли мы с вами до конца ряда. Присоединяемся опять в столбик наш без накида в первый соединительный. И теперь будем делать финальный ряд. Провязываем под арочку 4 столбика без накида. Второй, третий, четвертый. Теперь дальше набираем 3 воздушные петли. Первая петелька, вторая, третья. И делаем пико, то есть находим вот эти вот петли, основу нашу последнего столбика. Таким образом заводим крючок, захватываем петлю, ниточку нашу и протягиваем. И теперь опять провязываем еще 4 столбика без накида под нашу цепочку. Второй столбик, третий, четвертый. Переходим к следующей цепочке и провязываем ее точно так же. Вяжем 4 столбика без накида. Третий, четвертый, 3 воздушные. И замыкаем пико.
И теперь еще 4 столбика без накида провязываем под эту же цепочку. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый. И по такому принципу провязываем до конца ряда. Когда дошли до конца ряда, мы просто присоединяемся вот в первый столбик без накида, соединительный. Одна воздушная и обрезаем ниточку.